Всем привет, дорогие зрители! Сегодняшний гайд посвящен у нас карте Overpass. Мне кажется, эту карту все играют, но играют мало. И, в принципе, эта карта могла бы быть сильным козырем многих коллективов. Ну и, собственно, например, Нави, в принципе, Overpass играет очень хорошо. Но если не вспоминать Overpass против команды уже SK Gaming на MLG Columbus Major, который прошел в марте 2016 года. Итак, в общем, о чем я подумал? О том, что раскидать план Б на этой карте довольно просто. И что не зря план Б очень часто кроет 3 человека. 3 человека кроет план Б изначально, бегает, и в принципе план Б охраняет 3 человека даже спустя некоторое время. Потому что очень тяжело обороняется план Б. И почему? Потому что он очень легко раскидывается. В общем, буквально за несколько минут я придумал вот такие смоки. Смоки, которые перекрывают плент, которые перекрывают хелпу. И, естественно, коктейль Молотова, который летит вот сюда за бочкой. Итак, что нужно сделать вначале? Вначале нужно делать, естественно, дефолт, как в любой тактике. То есть один должен спускаться, как обычно, сюда в туннеле, контролить аркаду, ставить, играть очень аккуратно. Второй должен подходить под Б, контролить аркаду. Один из игроков может кидать вот такую вот флешку себе и занимать эту позицию, потому что именно отсюда будет у нас раскидываться план Б. Ну и, соответственно, законтролить подступы к Зигу, конечно же, очень важно. Ну и один должен желательно сбегать на детскую площадку, похолдить здесь, постоять, покрыть аркаду. Просто где-нибудь вот здесь встать и постоять. Или знаете, как Нави делают вот здесь подсадку друг на друга вдвоем. Очень неожиданная позиция. Можно или с АВП здесь играть, или с АК. Просто вот отсюда берете с подсадки и принимаете длину. Ну, потому что очень часто игроки защиты той или иной команды аркадят. Ну и, соответственно, когда вы законтролили аркаду, когда вы уверены в том, что никого у нас уже здесь нету, что игроки защиты играют дефолтно, то есть стоят на банане, на длине и охраняют Б-плент, вы аккуратно стягиваетесь под Б. Под Б можно стягиваться, ну, желательно, наверное, через эровский респаун, потому что эту позицию вы не занимаете. Хотя, в принципе, если у вас дефолт довольно активный, то есть если вы все-таки решили занять вот эту позицию, что, в принципе, тоже важно, тогда можете уже спускаться втроем через туннели. Но в раскидке участвует там 4-5 человек, поэтому, конечно же, умирать не стоит. То есть после дефолта все должны выжить. Соответственно, когда вы подходите под Б, вы занимаете вот такие позиции. Первый смок, который должен лететь, это, конечно же, смочок на хелпу. Кидается очень просто. Становитесь в этот угол, достаете смок, целитесь в конец этого столба и в прыжке второй кнопкой мышки откидываете вот такую гранату. Смок падает и перекрывает позицию вот такому игроку защиты, который отсюда, естественно, не видит выход Зика. Дальше. Второй игрок. Второй игрок находится вот в этой позиции. Очень простая. Целится чуть правее вот этой текстуры и кидает простой смок левой кнопкой мышки. Смок падает ровно по центру плента. И, соответственно, у нас уже два смока. Два смока, которые полностью перекрывают вижен игрокам защиты. Тут смок и тут смок. Соответственно, ничего не видно. Видно только отсюда. Но, соответственно, если эту позицию видно, ее можно фокусировать. И коктейль Молотова от третьего человека должен прилететь на бочке, естественно. Кстати, обратите внимание, что этот... Немножко не такой, извините. Обратите внимание, что этот коктейль Молотова часто тушат игроки защиты сами. Соответственно, вы должны это все прекрасно понимать. И если вдруг на бочках вы увидите коктейль Молотова, точнее не коктейль Молотова, а смок, вы должны понимать, что там, скорее всего, находится игрок защиты. Итак, коктейль Молотова, смок. Дальше важно кидать флешки. Флешки, в принципе, может кидать чувак, который кидал вот эти смоки. То есть вот такую флешку раз, вот такую флешку два. И под нее, конечно же, нужно заходить. Чем хороши эти флешки? Дело в том, что вот здесь часто стоит игрок защиты. Он играет или вот так отвернутым, или вот так. И пытается словить тайминги. Поэтому вам важно кидать эти флешки, чтобы ослепить его с этой стороны. И флешку отсюда, вот такую дальнюю, да, то есть вы заходите с калашом, проверяете, никого нету, переключаетесь на флешку и кидаете вот такую дальнюю флешку. И под нее выходите. Выходите, чекаете, естественно, правый угол, убиваете лево. Выходите вдвоем, втроем. И начинаете атаковать. Здесь у вас коктейль, здесь смоки, соответственно, здесь все зачистили, поставили бомбу и задефендили
Plant B. Что самое главное, дефендить его не так легко. Соответственно, нужно, чтобы вы были на зиге, контролили спину, чтобы один у вас желательно прятался вот в этой нычке и не вылазил особо, или вылазил под флешки. Соответственно, желательно, чтобы флешку вы, например, сохранили. И игрок, например, который играет здесь, кидал еще вот такую гранату потом уже. И, соответственно, вы под эту флешку вылазите и пытаетесь как-то сыграть. Но вот просто тупо стреляться довольно опасная затея. Потому что если вы просто стреляете, соответственно, по вам тоже могут попасть, тоже отстрелить, и ничего у вас не получится. Поэтому будьте очень-очень аккуратны. Вот такие перестрелки часто заканчиваются ничем. Поэтому лучше играть на взаимное прикрытие, то есть играть вот здесь, устраивать перекрестный огонь, но ни в коем случае не вылазить. Итак, еще раз показываю, как лежат смоки. Один смок здесь, один смок здесь, коктейль Молотова вот здесь и несколько флешек. То есть, в принципе, минимальное количество гранат нужно для этой раскидки. Конечно, если додумать всю эту тактику, можно еще придумать, например, смок сюда. Опять же, его придумывать там довольно легко. Он кидается со всех тех же позиций, которых я показывал. То есть просто добавляйте вот такой еще смог, чтобы можно прочекать было бочки и не бояться. Но опять же, не забывайте, что в смоки любят все-таки игроки защиты идти. Например, моя любимая тактика — это флешка в смок и выбивание. Поэтому в этом плане будьте очень-очень аккуратны. Но в целом, я думаю, что приблизительно вы поняли, что к чему. Эту тактику можно делать как вчетвером, так и в пятером. Ну и, конечно же, выходить через зиг должно 2-3 человека. Выходить через главный туннель тоже 2-3 человека. 2, конечно же, минимум. Ну а с вами, извините, на этом все. С вами был Арсений, Сеня Треноженко. До новых встреч.